Здравствуйте, мои дорогие любимые! Сегодня я расскажу вам, какая награда после пережитого вас ждет. Каждый из нас в жизни проходит большие испытания. Нет человека, у которого не было бы проблем. И, конечно же, каждый человек, когда эти испытания проходит, потом получает какую-то награду, отдушину. И любая черная полоса сменяется в жизни белой полосой. Сегодня мы с вами погадаем на новой моей колоде «Суфийское Таро». Это колода в восточном стиле. Приехала она из США. И у нас с вами будет 4 позиции. Напоминаю, что видео всегда актуальный момент, когда вы его смотрите, даже если оно записано много лет назад. Вот такая красивая рубашечка у этой колоды. Ну и сама, конечно, колода просто потрясающая. Итак, давайте мы с вами посмотрим, какая награда после пережитого вас ждет. А еще мы посмотрим, а что примерно в вашей жизни такого происходило в прошлом. Именно по карте прошлого вы будете ориентироваться, когда будете выбирать позицию. Пока я перемешиваю карты, я вас приглашаю подписаться на канал, поставить колокольчик и поставить лайк этому видео для поддержки канала. Также российские зрители для поддержки канала могут смотреть через специальные приложения. Итак, сейчас мы с вами снимем 3 раза, чтобы посмотреть напутствие, послание высших сил для вас на сегодня. Итак, 1, 2. Колода новая, крупная. 3. Давайте смотреть, что там на дне колоды. А на дне колоды у нас 2 пентаклей. Высшие силы здесь посылают вам информацию о том, что нужно жить в ритмах со Вселенной, ну то есть в специальном ритме. Вот попробуйте поймать ее волну. И как только вы волну поймаете, Вселенная исполнит все ваши желания и мечты. Вот там уж действительно будет непрекращающаяся белая полоса. И вы это можете сделать. Я думаю, что в скором времени вы почувствуете ритмы Вселенной. Может быть, даже услышите ее голос. Итак, давайте выкладывать наши 4 позиции. Что у вас было в прошлом? Что дало вам такие испытания? По этой карте вы ориентируетесь, правильно ли вы выбрали позицию. И также вы можете выбирать позицию по номеру, по камушку и с помощью генератора случайных чисел. Итак, перед вами 4 карты, 4 позиции. Давайте камушек теперь добавлять камушек. Так. Первая позиция — серебристая яшма. Вторая позиция — розовый кварц. Третья позиция — гранат. Четвертая позиция — вот такой вот интересный содолит. Такой сегодня выбор рандомный совершенно. Первая, вторая, третья, четвертая позиция. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте. Потом переходите уже на свой тайм-код. А я начинаю с первой позиции, остальные убираю в сторону. Карты Таро расскажут вам, какая награда после пережитого вас ждет. И первая карта на позиции. Напоминаю, что это у нас первая позиция, серебристая яшма, суфийское Таро. Первая карта обозначает ваше прошлое. То есть Таро будут рассказывать о вашем прошлом. Что же за испытания вас посетили в жизни? 2 мечей. Во-первых, сразу же карта намекает всегда на проблемы со здоровьем. Сразу же говорю, что человек здесь мог проходить очень много испытаний, связанных со здоровьем. Также эта карта показывает, что в прошлом вы на что-то долгое время закрывали глаза. Кстати, из-за этого могли и заболеть. Вот эта карта, почему она связана со здоровьем, я объясню. В ней есть некая психологическая травма.
человек с детства жил уже с такими немножечко родственниками, которые давили на него, и он привык, что нужно научиться мириться с теми проблемами, которые дает партнер или партнерша. И с теми проблемами, которые вообще подкидывает судьба. Нужно не выносить ссоры из избы или из дома, как говорят, молчать обо всем, закрывать глаза на недостатки. И так он жил и мирился, пытался, да, с этими недостатками мириться. В итоге его посещают трудности, горести, проблемы, болезни. Он проходит урок. Ну, то есть, что на самом деле человек приходит в этот мир для того, чтобы быть счастливым, а не для того, чтобы проходить трудности и мириться с чьими-то недостатками. Если у человека слишком огромные недостатки, может быть, этот человек вам в жизни-то и не нужен, да? Но вы в этом очень долго не подозревали. Вы считали, каждого нужно человека, жалеть, нужно сочувствовать, нужно понимать, что вот не все мы одинаковые, что у всех есть недостатки. И вот благодаря этой вашей, такой вот воспитанной кем-то доброте, да, ваша жизнь, конечно, разрушалась. Конечно, она разрушалась. Ваше стеснение, ваше неудобство, ваша заниженная самооценка – это все дало вот эти вот последствия. Поэтому вы, скорее всего, страдали много лет. Вот если у вас не так, просто ищите свою позицию. Здесь человек болел, страдал много лет и закрывал на что-то глаза, молчал. Молчал и проходил все больше испытания, давления со стороны других людей. Это 100%. Так, давайте посмотрим, какой будет ваша жизнь в награду после пережитого. Вот сначала основной фон, так скажем, этой жизни, новый. Здесь мы видим сына мечей, сына воздуха. Вы видите лошадь, которая буквально летит. На ней сидит человек, возможно, мужского пола, чаще всего. И, конечно, эта карта мощная, очень мощная и непримиримая. Этот человек ни за что, никогда не будет мириться с какими-то жизненными обстоятельствами. Этот человек никогда не подчинится чьим-то правилам, указам, да? То есть и это мужская энергия, то есть у вас добавляется меньше женской энергии, больше мужской становится, да? Самостоятельность. Я самостоятельный человек, я знаю, как распоряжаться своей жизнью, я вижу вас всех насквозь. То есть у вас становится характер бойца, становится характер человека, который ни за что, никогда не согласится что-то терпеть. Понимаете? Ни за что и никогда терпеть я не буду. Вот что хотите со мной тут делайте. Вот можете меня, не знаю, побить. Можете что-то со мной там уволить. Но терпеть я не буду. Не буду и все. Потому что этот человек натерпелся. Вот вы натерпелись. Хорошо, давайте раскладывать ваше будущее. То есть вот ваша награда после пережитого, это уж точно вот полное осознание, как вы должны жить, как вы должны себя осознавать, чувствовать, понимаете? И что вы ни за что не будете брать и вот под кого-то опять прогибаться. Ни за что. Вот это у вас прям четко. Так, смотрим, какая будет ваша жизнь. Двойка кубков, естественно. Уважающий себя человек может быть любим. И вы найдете себе спутника жизни до старости, как говорят. Вот. Чтобы вместе быть, стареть, жить, уже, знаете, так, души не чаять друг в друге, и иметь очень гармоничный союз. Большая любовь, большая светлая любовь. Неважно, 20 вам лет, 40 лет, 60 лет или больше, вы можете найти человека вот прям до старости. Причем, пусть 20 лет, до старости, на всю жизнь, да, там с 60, с 80 лет до старости. Вот понимаете, здесь именно люди, они объединились в такую очень гармоничную пару, очень такую вот души люди друг друга не чают. У них все есть, у них взаимная любовь, им не надо терпеть друг друга, им не надо терпеть.
Им надо жить и радоваться жизни. Они не будут мучиться друг с другом, потому что они друг друга любят. А вы знаете, вот когда человека любишь, я вам открою секрет, когда человека любишь, тебе не надо с ним мириться. Тебе не надо мучиться с его недостатками. Потому что ты его любишь таким, какой он есть. И вот эта любовь, она дана свыше не каждому человеку в жизни. Так получилось, что вы не всегда сразу ее получаете. Кто-то скажет, да, я влюбился вот прямо, там, не знаю, чуть ли не с детства, и вот на всю жизнь, и вот я вот всю жизнь люблю. Вот. Это да, это бывает такое, но это большая редкость, понимаете? А чаще всего люди ошибаются в личной жизни, и они только потом начинают понимать, что ведь от любимого-то человека ничего терпеть не надо было. Вот не надо было ничего. И у вас идет большая взаимная любовь, гармония в паре, большое счастье, обретение этой гармонии в этой паре. То есть обретение гармонии в любви, союз. И вы одиноким человеком, вот в награду после пережитого, да, вы одиноким человеком ни за что не останетесь. Вы будете с кем-то. Так, смотрим следующую карту. Следующая карта — 9 мечей. Вас мучили дикие страхи, да? У вас была тревога или паники по ночам, или днем, или вот, понимаете, постоянное тревожное расстройство, состояние, нервы на пределе, постоянное придумывание того, что у вас все плохо, что вы болеете. Вот вы от этого избавитесь. Вообще, 9 мечей очень часто показывает невероятную чуткость. Вы знаете, что в ней заключены способности настоящего астролога. Не каждый знает об этом, что карта показывает на самом деле большие способности, но с которыми человек еще не справился, он пока не понял себя. Вот. И, естественно, вы можете получить откровение от высших сил, потому что вы научились справляться с собой, знать, кто вы, значит, и читать пространство. И, конечно, вам могут идти разные видения, сны, вещи, информация буквально из космоса, из Вселенной. И от людей вы можете считывать вот эту информацию о их будущем или прошлом, там, или настоящем. Понимаете, у каждого же свой профиль, но вам идут какие-то откровения в будущем. Вот прям откровения, активизация способностей. После того, как вы мучились именно какими-то тревогами, страхами, может быть. Так, следующая карта о вашем будущем. Это у нас Шахбану, да, это императрица, королева, султанша. В общем, эта карта показывает хорошее, устойчивое жизненное положение, здравие, благосостояние. Но она здесь беременная женщина. Если вы еще в том возрасте, да, чтобы иметь детей, неважно, мужчина вы или женщина, вы можете завести в будущем детей, если у вас это по возрасту положено. Если нет, это не обращайте внимания тогда на беременность дамы, но обращайте внимание на ее стабильное жизненное положение, процветание, здоровье, материальное благосостояние, красоту, трон, цветущий сад. То есть карта показывает вашу стабильную, спокойную будущую жизнь. После всех этих испытаний вы обретаете семью, и вы обретаете хороший дом, хорошую жизнь. Поэтому радуйтесь, аплодируйте, рукоплещите, или как говорят, тому, что на самом деле жизнь приготовила еще для вас много хорошего. И самое главное — это оставаться вот просто собой. Да? Мы теперь не боимся быть собой и не боимся говорить кому-то о их недостатках. Или о том, что вам здесь неуютно и не нравится. Правда? Мы теперь не боимся, мы теперь можем. Такая позиция номер 1. Вот такая первая была позиция. Карты невероятные, правда. Я их обожаю. Я мечтала, когда придет эта колода, прям ручки терла. Так, вторая позиция — наш розовый кварц. Награда после пережитого. И первая карта Таро, она покажет ваши испытания из прошлого, да? Карты Таро, они рассказывают все, и вам просто нужно их уметь понять, прочесть, да? Давайте посмотрим. Вот первая карта — ваши прошлые испытания. Это 5 кубков.
Ну, здесь вот разбитые чашки, да. А вот у вас ведь осталось. Вот вы что-то строили в прошлом, строили. Да, вас посетило, конечно, разочарование, боль, страдания, потери. Ну, часть вы растеряли того, что вы строили, но часть осталась. Вот, допустим, есть женщина, которая вышла замуж, а потом развелась с мужем, правда? И вот эта женщина, которая развелась, она потеряла мужа, потеряла, может быть, даже свой дом, достаток, но она не потеряла своих детей. Вы должны гордиться вашими детьми, правда же, гордиться. И, соответственно, что? Ваши испытания прошлого – это большие разочарования и потери. Но вы не замечаете, вы отвернулись от того, что у вас осталось. А ведь осталось и правда самое ценное, скорее всего. Да? Есть ли у вас дети? Вот скажите, если у вас есть дети, это самое ценное, что могло остаться около вас, вернее, кто могли остаться около вас. И самое ценное, что могло произойти с вами, да, появление новой жизни. И мое мнение, что жалеть ни о чем точно не стоит. Но вы очень многое потеряли. Это часто карта показывает развод. Вот чаще всего это именно вот испытание в виде развода, потери любимого человека, внезапно вас бросили, вы разочаровались в человеке, которого вы любили. Иногда это смерть даже любимого человека или близкого кого-то, кого вы очень любили. Такое тоже редко, но карта поможет вот показывать из прошлого, что какие испытания были. Часто эта карта показывает разрушение всего вокруг. Ну, допустим, уволили с работы, бросил любимый или любимая, все отвернулись друзья. У каждого в жизни бывает такой период, к сожалению. К сожалению, да, человек проходит эти стадии, каждый человек. Каждый человек когда-то с этим однажды сталкивается, а может и не однажды. И у вас вот был такой период в жизни, вот этих вот трудностей, разочарований, бед. И, соответственно, до этих бед, да, вы были, скорее всего, счастливы, рады чему-то. Вы, скорее всего, имели какую-то стабильную жизнь. То есть чашки это символизирует то, что у вас было как вот, в виде ваших достижений, да. А достижения, вот 5 чашек, они были действительно, они присутствовали в вашей жизни. То есть вы-то чего-то до этого добились, а потом вы это потеряли. Вот в чем суть. Потеряли наработанное, да, то есть там годами, допустим. Соответственно, это либо вот по работе, либо чаще всего по любви, по личной жизни. Ну, давайте теперь посмотрим, а какой будет ваша новая-то жизнь? Какая вас ждет награда после пережитого? Какой будет ваша жизнь? Чем вас наградит судьба? Здесь мы видим карту Солнца. Шамс. Солнце. Карта показывает большое счастье. В виде кого? Здесь дети. Вот помните, я говорю, вот вы как-то не замечаете, да, что у вас есть дети. Если вдруг человек, который гадает здесь, и у него есть 1 или 2 или больше детей, это вот награда ваша, это в виде ваших детей. Это, во-первых, они вам дадут как бы в жизни вообще все. Во-вторых, Солнце – это большая удача, это карта-талисман в колоде, это большое счастье. Жизнь ваша расцветет, она будет озарена лучами солнца. И вы будете сверкать, как солнце. И ваши дети, если они у вас есть, они будут сверкать, как солнце. Вы поймете ваше счастье, вы поймете, насколько вы на самом деле живете лучше других. Более того, конечно, это карта богатства, благосостояния, процветания. Это карта невиданной, невероятной удачи. Она озаряет каждый расклад, и она нейтрализует негативные карты. Она настолько счастливая, что ее многие носят в виде солнышка на шее, в виде колечка, носят карту в сумке, в кошельке или за пазухой, потому что идут на важное дело, переговоры, или просто для защиты и для удачи, да? Ну хорошо, давайте посмотрим теперь вашу жизнь. 3 карты достанем. Какой будет ваша жизнь как награда после пережитого?
Что же там будет? Туз мечей. Туз мечей — это вот такая сабля из облака, да? Она показывает, что внезапно средь бела дня или средь темной ночи вдруг разверзается небо и появляется волшебство. Каждый туз — это настоящее волшебство, это явление. Явление высших сил вот просто среди обыденной жизни. Соответственно, вам придет какая-то большая важная новость, бумага, сообщение в этой новой жизни. И это будет началом. Вот карта, она всегда показывает начало. Вот как будто бы вы можете наконец-то защитить себя, побороться за что-то. Вы можете какую-то поддержать идею или, может быть, какой-то даже бизнес, работу очень важную для вас, проект, который будет приносить в итоге в будущем большой доход. Ведь у нас есть солнце. Солнце — символ богатства, да? Туз мечей всегда показывает прорыв в жизни такой. Жизнь меняется, да, и вы начинаете понимать правду, истину. То есть это меч истины. Он всегда показывает, где на самом деле честные люди, где справедливость. И поэтому, конечно, карта говорит о том, что ваша жизнь будет справедливой. Она будет честной и справедливой по отношению к вам. Следующая карта у нас, значит, повешенный. Повешенный здесь, вот он у нас такой, видите, он прям такой красивый. И он такой спокойный. Вот есть люди, вот он, видите, как гимнаст на самом деле выглядит, да? Вот у него святой ореол такой. Есть люди спокойные. Вот льет дождь, да, и у него не очень удобная поза, но он абсолютно нейтрален, он спокоен. И в вашей жизни появится вот такой человек, который может пожертвовать собой ради других, ради вас может пожертвовать собой. И в вашей жизни вот появится такой человек в будущем. Или он уже появляется сейчас. Карта говорит о том, что не только вам стоит жертвовать ради других людей, а еще и принять чьи-то дары и чью-то заботу о себе. Если ради вас человек чем-то там рискнет, я считаю, это дорогого стоит, это проверенный человек. И, может быть, вам и это стоит принять для себя. Вот, да, вот, что я там ради тебя это сделал. Вот вам это стоит принять. Это важно, быть с таким человеком. Так, следующая карта у нас. Следующая карта — десятка жезлов. Десятка жезлов показывает, что у вас в жизни была очень тяжелая ноша, которую вы долгое время несли, вы ее донесете. И вот вы знаете, бывает такое, что нужно эту ношу не бросить, а донести. Что-то нужно довершить, доделать, вот до конца доделать. И в вашей жизни есть такой момент, вот, что вы должны это дойти вот до этого, донести, доделать что-то большое, крупное доделать. И получается так, что вам как будто это на роду написано, да? И наградой после пережитого, после того, что вы прошли уже испытания, какие-то трудности и потери, все-таки будет то, что вы довершите что-то очень большое до самого конца. Ну вот как говорят, допустим, да? Допустим, у вас есть ребенок, и вы в него вкладываете силы. Ну, допустим, возите его в актерскую школу. Вот довершить проект этот до конца, да, ну, это тоже проект. Это когда ребенок выйдет уже там на сцену или начнет сниматься в кино. Вот понимаете, вот в этом здесь суть, что что-то делалось давно, много лет, может быть, и оно будет доделано. Это важно. Ну, вот такая позиция номер 2. А мы идем с вами дальше к позиции номер 3. Наш гранат. Награда после пережитого. Вам хотят карты Таро поведать и рассказать, что вас ждет после испытаний, после трудностей в жизни. И первая карта у нас, первая карта, она показывает ваши испытания, ваше прошлое. Давайте посмотрим, третья позиция, что там. Так, королева пентаклей или Малика пентаклей. Да? Малика — это королева. Смотрите, вот эта карта, она показывает, во-первых,
что какая-то женщина могла воздействовать на вас самым негативным образом. Почему? Потому что она считала, что она вот вас главнее, богаче, лучше. Понимаете? Лучше. И, соответственно, она могла вас, вот всю вашу жизнь передавливать. Дальше, значит, что это еще за карта? Карта обязанностей, обязательств. Вот ваши испытания, они были связаны с тем, что вы были всегда должны, обязаны. Вы могли жить нормально, хорошо, может быть, даже и достаточно, в достатке или как сказать. Но при этом вы могли всегда быть обязаны и должны выполнять что-то. Как по регламенту, как бы, да, или внести за кого-то, за что-то ответственность, за дом, там, не знаю, за семью, за мужа, за что угодно. Ему уметь молчать, уметь вести себя только правильно, соблюдать нормы морали и нравственности, любить каких-то родственников, которых не обязаны совершенно любить, но вы считали, что обязаны. Хотеть видеть кого-то, кого вы вовсе не хотели видеть. Вы были не свободны. Не свободны в своей жизни совершенно, никогда. И, конечно, эта карта, она показывает, что у человека может быть все, в принципе-то, чего ему только и пожелать. Но у него нет самого главного в жизни, это его свободы. И на него давит все-таки какая-то дама, которая считает себя вашей конкуренткой в чем-то, соперницей в чем-то. Я главнее тебя, я сильнее тебя, я буду тебе приказывать, я хозяйка твоей жизни. Неважно, мужчина вы или женщина. Вот я хозяйка твоей жизни, я буду тебе приказывать, я буду тебе указывать, как тебе жить. Конечно, это очень тяжелые испытания. Я вот так могу сказать, очень тяжелые. Они у вас могли быть не просто до 20 там, лет, да? Они у вас могли быть очень долго. Вот прям, ну, до большой, как сказать, до большим... Я извиняюсь, до очень позднего возраста. Не могла подобрать слово. Бывает такое. Так. Хорошо, давайте теперь посмотрим, а какой будет ваша новая жизнь? Какую награду вы получите после пережитого? Здесь у нас вышла карта Вали, колесница. Колесница показывает свободу. Вот он одной ногой на одной лошади стоит, а другой на другой. Звезды в небе сверкают. Здесь у нас прям-таки как волна, волшебство идет. Вот буквально магия какая-то. И он несется вот куда-то, как, да, такой свободный, как ветер. И он, смотрите, вот он счастливый человек на самом деле. Счастливый, свободный и в то же время очень ловкий человек. Лошади у него потрясающие. Вот смотрите, какие разные эти карты. Ваша новая жизнь и ваша старая жизнь. Ваша старая жизнь была нормальной, но она была не свободной. А здесь пусть по-другому, но вы свободны, как ветер. Вы ловки, вы сильны, вы мощны, вы интересны, вы харизматичны, вы улыбчивы, и вы умеете радоваться жизни. И вот эта карта, она показывает эту радость, она показывает достижение всех целей, любых высот, понимаете? Достижение вашей мечты она показывает. Конечно, эта карта очень часто говорит об отъезде, о том, что для того, чтобы стать свободным человеком, вам нужно уехать. Но часто это может быть просто вырвался человек на свободу. Ну пусть даже там же, где он живет, но он свободен, это самое главное здесь, и умеет достигать своих целей. Посмотрим вашу будущую жизнь, какой она будет. Вышла карта тройка пентаклей, тройка монет. Карта показывает, как кладут очень-очень красивую профессионально плитку. Плитка это является настоящей драгоценностью. Только профессионалы, самые лучшие мастера могут класть такую плитку. Ваша жизнь будет состоять из какого-то мастерства. Вы либо будете профессионалом, либо уже профессионал. Но человек, кто заниматься будет только любимым делом. И это дело будет приносить колоссальные доходы, большие доходы для вас. Может быть, сейчас вы тоже неплохо живете, судя по королеве пентаклей. Но жить вы будете
еще лучше, вот гораздо лучше, чем жили даже раньше. Карта, она показывает ваши достижения, что вас очень-очень ценят и считают человеком, который может исполнять самое элитное что-то, вот, да? Ну, например, шить очень богатую одежду или продавать очень дорогие вещи, духи, драгоценности. Или вы, может быть, ювелир, или очень-очень хороший психолог, кто берет за свои консультации огромные деньги, или астролог, может быть, или, может быть, человек, который хорошо разбирается в инженерии, или, может быть, профессор, кто угодно, музыкант хороший, художник. Вот неважно, какая у вас профессия, важно, что вы в этой профессии дорогой мастер. И вас, конечно, будут ценить в вашей новой жизни. Естественно, это будут оплачивать. Но то, что ваша жизнь будет связана с любимой работой, это совершенно точно. Следующая карта — Дочь мечей. Дочь мечей показывает, что вот есть вот эти ленты, да, и она должна узнать правду, истину среди этих лент. Она среди них, ну, сначала как будто бы запуталась и не видит правды. Вот вы свою правду увидите, она обличает правду, Дочь мечей. Вот видите, две птички. Птички могут составлять как пару, так и приносить просто новости от каких-то людей, да. Вообще, сама по себе карта Дочь мечей — карта светлая. Это молодость, это рвение вперед, это умение говорить «нет» людям. Это умение показать себя, показать свои способности. Да что вы способны? Вы будете невероятно сильны, мощны, молоды. Несмотря на ваш любой возраст, если даже он не позволяет вам, как кажется, быть молодым или молодой, да, но на самом деле вы будете молоды. Вы будете выглядеть моложе, вы будете вести себя моложе и в душе ощущать молодость. В этом здесь суть. Карта показывает, опять же, непримиримость. Она показывает, что такой человек умеет говорить «нет», и такой человек свободен. То есть она всегда свободна, и она докопается до истины во что бы то ни стало. Давайте смотреть следующую. Следующая карта у нас тройка жезлов. Вы окажетесь, возможно, в какой-то очень теплой стране в скором времени. Если вы уже живете в теплой стране, карта показывает, что вы дождетесь свой корабль. Вот бывает такое, что ждешь своего шанса, своего корабля, своей удачи, своего отъезда или, наоборот, чьего-то приезда. Вы дождетесь своего корабля. Но вообще, чаще всего эта карта может показывать для тех, кто живет иначе, вот пребывание в теплую страну, где он будет жить по-другому. Это как награда. Награда после пережитого. Жить в хорошей, теплой, тропической, может быть, какой-то стране или просто необычной для вас. Вообще, сама по себе это очень интересная карта, тройка жезлов. Она всегда показывает далеко идущие планы. Она показывает жизнь в другом месте, переезд. И она говорит о том, что вы будете общаться с иностранцами. Вот такая у вас интересная будет жизнь. Поэтому готовьтесь. Готовьтесь к своей награде после пережитого, потому что у вас награда будет очень потрясающая. Вы совершенно измените свою реальность. Может быть, в этой реальности тоже будет что-то, свои взлеты и падения, но самое главное, вы будете свободны. Эта свобода, ее ни с чем невозможно сравнить. Когда ты вдыхаешь свободу, большего, наверное, в жизни не нужно. Ну, вот такая у нас третья позиция. А мы идем к четвертой позиции. Награда после пережитого. Что же вас ждет? И наш камень Содолит. И первая карта Таро показывает, что у вас было за испытание в прошлом. То есть мы смотрим ваше прошлое, вы по нему ориентируетесь. Так, ваше испытание — пятерка мечей. Ну, вы знаете, пятерка мечей — это карта, которая говорит об очень серьезной подставе. Здесь человек своего собственного друга сбросил с моста. Или человек, который ему доверял, да, он сбросил с моста. И теперь он еще и заколол его, может быть. Вот, знаете, вас очень сильно предали, очень сильно. Такое, как произошло, вот прям не знаю, как... Такое же предательство, как это убийство, да. Карта, она показывает, насколько вы пострадали, насколько вы были раздавлены, растоптаны
чуть ли не правда, как будто вот чуть ли не уже не конец вам пришел. По этой карте вы могли очень жестоко болеть от чьего-то предательства. Вот бывает такое, что ты не можешь переварить, простить, и даже если уже простил, и где-то внутри сидит, и заболеваешь. Настолько тебе тяжело вот это принять, что с тобой произошло такое вот, как от других людей предательство, от любимого человека или от хорошего друга, подруги, от хорошей коллеги, там, может быть, по работе, или от матери. Вот бывает такое, что предают собственные там родственники, родители. Вот такое чувство, что вам прям нож в спину воткнули. И, конечно, карта говорит о серьезном испытании. Вам приходится подниматься с нуля. Вас настолько бросили, кинули, швырнули, я не знаю, с этого моста, что вам приходится буквально переродиться, да, переродиться. Вам приходится мучиться вот душевно так вот, что как будто бы ты уже не знаешь, восстановишься ли ты вообще, ты страдаешь. Я переживала такие предательства много раз, много раз. Вот бывают такие вот люди, да, как я, кто в жизни переживает не одно такое, а много раз. Вот, видимо, что-то нужно понять. Знаете, вот, может, то, что доверять нельзя. Я не знаю, что. Но вот бывает такое, что так подставляют мощно там, да, что ты потом уже смотришь на это и привыкаешь, как будто бы. Привыкаешь, что любой может человек подставить. И уже не доверяешь годами никому. И вот чтобы довериться кому-то, нужно, я не знаю, какие там проверки проходить. Вот мне кажется, у вас что-то такое, да, что если вы бы могли кому-то доверять, то этому человеку пришлось бы пройти, там, не знаю, 100 проверок, огонь, воду, медные трубы. Потому что никому вы теперь больше не верите, никому. Вот такое предательство, что никому больше никогда не верите. И от этого можно, да, очень сильно болеть. Так, хорошо, давайте посмотрим, а какой будет вот награда после пережитого, какой будет ваша новая-то жизнь. Потому что здесь вот, очень тяжелая карта, реально тяжелая. Что вот человеку как бы оправляться можно годами вот после такого. Какой будет ваша новая жизнь и награда? Так, мы здесь видим карту правосудия, справедливость. Первая награда, которую вы получаете, это справедливость. То есть вы увидите, как пострадает тот, кто вас обидел, или те. Вот я не могу сказать, насколько это правда награда, да? Но для кого-то это покажется наградой, что восторжествует справедливость. Но смотрите, опять же, если у вас что-то отобрали, допустим, мужа увели, тогда вам его вернут. Он вам нужен, я не знаю, но вернут. Потом деньги. Могли отобрать деньги, ограбить, отнять имущество. Тогда вам это вернется. Вот могло бы быть, что не само это вернется, а в эквиваленте. И тот, кто забрал, очень сильно пострадает. Допустим, его убьют, или его посадят, или его дети пострадают. Вот что-то такое мощное. Справедливость, она бьет всегда конкретно. Так, что трудно оправиться, правда трудно. И те, кто вас обижал, все будут очень-очень наказаны. Не меньше, чем вы, по крайней мере, точно не меньше. Но я не знаю, насколько вам это понравится. Но это произойдет. То есть ваша новая жизнь – это возмездие. Хорошо, давайте смотреть дальше. Еще 3 карты. Какой будет ваша будущая жизнь? 5 жезлов. Вы станете конкурентоспособны. Это факт. То есть раньше вы потерпели поражение, да? Вот такого поражения в вашей жизни, его больше не будет. Его больше не будет. Вас подставить невозможно. Вы больше никому не верите. И вы будете сражаться, конкурировать до конца. Вы покажете, что вы встали на ноги, что вы снова сильны, что у вас есть сила, мощь, способности, рвение, удача, и что вы будете сражаться и идти вперед, ни за что не сдаваясь. Вы это покажете прям другим людям, всем. Абсолютно всем.
И особенно врагам, которые вас подставили. Следующая карта — десятка кубков. У вас будет очень счастливая семья. И отношения, где вы сможете доверять. Причем у вас будут рядом близкие, дети, дом. Вот хорошее благосостояние, радуга на небе. Карта счастливая. Она говорит, что вы обретете свое земное, человеческое, семейное счастье. Ну, может быть, даже в большой семье будете жить, но где вы всем доверяете. Для тех, у кого возраст позволяет, у вас даже могут появляться новые еще детки. Вы можете соединяться судьбами с вашей второй половинкой. Для тех, кто постарше, просто идет соединение с человеком, которому вы можете доверять. И рядом, вот там, пусть не общие, но ваши детки, да, и они все друг с другом хорошо ладят. И есть общий дом, хороший дом, именно где есть достаток, где есть процветание, и где люди не будут предавать и подставлять, а будут хорошо друг к другу относиться, заботиться друг о друге. Когда ты приходишь, тебе подадут чай или кофе и постараются спросить, что тебя заботит, и всегда поддержат тебя в любой ситуации, и ты поддержишь таких людей. Вот знаете, вот бывают такие семьи, где уже все поняли, где люди знают, что такое честь и достоинство, и где действительно за семью горой все. Это редкость, но они еще есть. И вы можете создать такую семью в будущем. Она у вас будет. Смотрим дальше. Следующая карта — это пир, да? Это карта Иерофанта. Она показывает, что вы можете прозреть. Ну, или, по крайней мере, занять очень высокий духовный статус среди общества или членов семьи. Бывает такое, что человек настолько настрадался в жизни, что у него есть мощнейший всплеск, так скажем, духовного развития. Он научился действительно погружаться, он научился медитации, у него невероятные способности. И вот у вас как будто бы дальше, вот когда у вас есть уже семья, ну, может быть, много лет, и вы прозреваете, вот как будто вы видите все. Вот как говорят, ну, видишь будущее, настоящее, прошлое, разбираешься, в какой ситуации, какой дать совет. Вот к тебе приходят за советом. Вот к вам будут в будущем приходить за советом. Причем неважно, сколько вам будет лет, но вам будут приходить за советом, и вы всегда сможете дать этот совет. И так много лет вы будете человеком, к которому приходят за этим советом. И этот человек будет хранителем очага, хранителем своего рода, своей семьи, а может быть даже города, где он живет. И это очень уважаемый человек. Вас все будут уважать много-много лет, понимаете? И ваша борьба, она была не зря. То есть и ваши страдания были не зря, потому что много лет потом вас будут все ценить и уважать. И приходить к вам на поклон. Ну, вот такая у нас 4-я позиция. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мои гадания на картах Таро. Ставьте лайк этому видео, пишите мнение о суфийском Таро, пишите мнение об этом раскладе. Всем пока и до новых встреч. Итак, мы с вами продолжаем гадать на суфийском Таро. И теперь наша тема: какие двери скоро в вашей жизни откроются. Я хочу вам рассказать об этом, потому что это является неким продолжением нашей замечательной темы про награду после пережитого. Да, награда после пережитого вас ждет. Но там мы рассказывали вашу дальнейшую жизнь на большую перспективу. А сейчас нам нужно посмотреть вот ваше ближайшее будущее на картах Таро, какие двери скоро откроются для вас, то есть какие возможности, что-то для вас было раньше закрыто, и, естественно, вам нужно теперь открывать для себя новое. И наша колода все равно должна сказать вам еще какое-то послание от высших сил, да, передать. Поэтому опять сдвинем 3 раза. Сдвинем 3 раза. Это у нас новый формат такой, да, видео на 2 темы. Итак, 1,
3. Вот хочу вот эту карту. Давайте посмотрим, что там на дне колоды. А на дне колоды дочь кубков. Смотрите, карта показывает творческого человека. И действительно, высшие силы здесь говорят о том, что вам, возможно, в скором времени лучше будет заняться творчеством. Тем, что вам по душе, то, что вам нравится, то, что вы любите. Это очень важно для вас, для вашей души. Потому что ваше сердце нуждается вот в этом, в теплоте, да, в заботе, может быть, именно от Вселенной. А Вселенная заботится о нас именно через творчество. Потому что это любовь, да, это любовь. Когда ты любишь то, что ты делаешь, твоя душа поет, твое сердце чистое. И, конечно, берег моря. Может быть, вам скоро суждено побывать на берегу моря. Итак, мы выкладываем 4 позиции. И первая карта для вас. А какие двери хотели бы вы открыть подсознательно? То есть сознательно это одно, да? А вот подсознательно. И будете ли вы с этим согласны? С тем, что выдает ваше подсознание? Давайте посмотрим, какие вы двери хотели бы открыть для себя. Выкладываем 4 позиции, 4 карты. Какие вы двери хотели бы для себя открыть? Сейчас узнаем. Итак, наши 4 позиции. Украшаем опять их камушками. Карты Таро любят кристаллы. И напоминаю, что вы можете выбрать свою позицию по номеру. 1, 2, 3, 4. По кристаллу или с помощью генератора случайных чисел, а также по первой карте. То есть подсознательно все-таки, а какие двери вы хотели бы открыть. Итак, первая позиция у нас будет Корнелиан. Такой вот чуть-чуть полосатенький. Вторая позиция это у нас Авантюрин, зеленый. Третья позиция вот такая интересная коричневая яшма. И 4 позиция прозрачный горный хрусталь. 1, 2, 3, 4 позиция. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, а потом переходите на свой тайм-код. Карты Таро любят вас, и они хотят рассказать вам, какие двери скоро откроются в вашей жизни. Итак, я убираю последние 3 позиции в сторону. И мы будем начинать с самой первой позиции на наших картах Таро. Именно суфийское Таро. Это очень-очень хорошая колода. Она ко мне прилетела из США. Итак, первый камушек у нас Корнелиан. И первая карта. А какие подсознательно двери вы хотели бы открыть для себя? 5 пентаклей. 5 пентаклей – это карта, показывающая, что вы хотели бы открыть двери людей подсознательно, которые вас выгнали. Вот вы знаете, такое бывает, что человек оказывается на отшибе. Он изолирован от других членов его же общества, его семьи, диаспоры, там, я не знаю, коллектива. Даже школьного бывает коллектива, и даже университетского. И подсознательно такой человек очень хочет открыть эти двери и войти в то общество, которое его отвергло. У вас есть подсознательное стремление быть признанным. Где-то вас посчитали не своего круга. Или где-то вас посчитали, не знаю, там, белой вороной. В своей семье это часто бывает. Или в семье вашего мужа, жены. Или иногда на работу приходишь, у тебя есть амбиции, у тебя есть цели, а тебя там не принимают. Ты приходишь в класс, а тебе говорят, что ты здесь не свой, ты чужой, и мы не будем с тобой дружить. Ты теперь изгой. И вот у вас была такая, скорее всего, психологическая травма, что теперь вы подсознательно, дорогая первая позиция, очень тянетесь открыть эти двери и войти туда, да еще и пинком, и сказать, ну вот я здесь, и вы меня все теперь, смотрите-ка, принимаете. А как вам не стыдно было раньше, да?
Вот у вас это подсознательно присутствует. Хорошо, а давайте посмотрим теперь. А какие двери скоро в вашей жизни откроются? Упс, карта упала. Это знак. Давайте посмотрим. Опять наша дочь кубков. Как же такое может быть? Мы в начале этого расклада, который второй в одном и том же видео, да, но второй расклад. Вы же помните, если вы смотрели, мы доставали карту от высших сил. Это была дочь кубков. Только что. И она сейчас просто взяла и вывалилась из колоды. Представляете? То есть открывается явно дверь в вашу новую жизнь. Но жизнь любви. Это жизнь с любовью. Что значит жизнь с любовью? Ну, это когда ты любишь то, что ты делаешь. Когда ты занимаешься тем, что тебе нравится. Когда твоя душа от этого поет. Когда ты находишься на берегу моря и слушаешь волны. Вот от этого тоже душа поет. Поэтому она и сидит на берегу. Вот вы знаете, эта карта, она показывает человека свободного. Свободного от любых предрассудков и от любого мнения общества. Она даже играет и поет для себя. Вот и для моря, да. То есть ее же кто-то, вы видите здесь, чтобы собрались люди, ее слушали, кидали деньги. Нет ведь такого? Нет. Она пришла в свое удовольствие попеть, поиграть на инструменте, ей ничего не надо. У нее есть с собой еще и чаек, там кофеек, я не знаю. То есть ваша жизнь, она должна быть вот такой, с любовью. Это жизнь, когда тебя любит этот мир, эта вселенная, Бог, понимаете? Это счастливая жизнь. Хорошо, давайте смотреть все-таки, какую карту мы достанем, какие двери перед вами скоро откроются. Скажите честно, вы как-то причастны к музыке? У меня такой вопрос. Мы здесь видим карту суд. Но это как? Вот тут для душ она играет, как воскрешение идет с помощью музыки. Вы знаете, такое бывает, что человек одарен чем-то. И, соответственно, когда он выражает свой талант, даже, как говорят, духи собираются вокруг него, чтобы послушать. Или почитать, посмотреть. Ну, вот он выражает свой талант, да, а вокруг него собираются не только люди, а еще и духи. Интересная карта. Если вы не связаны с музыкой, то вы связаны в любом случае с каким-то делом, которое вам действительно по душе. Будь то карты, таро, астрология, или, может быть, картины, керамика, да что угодно, автомобили, если вы мужчина, да и женщины бывают, их любят, мотоциклы, серфинг. Это может быть любое, абсолютно, что вам нравится. Карты здесь говорят, что вам открывается возможность общаться с духами и заниматься любимым делом. И наполнить эту жизнь любовью. Делать то, что нравится, это и есть любовь. И невозможно человеку быть счастливым без этой любви. Невозможно человеку даже стать полноправным представителем Вселенной, вот как единым, да, с ней именно, если он не занимается тем, что он любит. То есть соединяется он со Вселенной только в этом случае, только когда он делает то, что нравится. И если он делает что-то против своей воли собственной, да, то он пока не соединился, нет, он еще не на одной волне. Так, смотрим следующую карту. Ага, жрица. Ну, тут явно через ваше любимое дело активизируются ваши экстрасенсорные способности, причем они у вас очень мощные, это все карты показали. Почему вы на отшибе оказались подсознательно? Ну, наверное, потому что никто ваши способности, вашу неординарность, вот эту необычность не хотел принимать из вашего окружения. Может, вы где-нибудь в деревне жили или росли. Но люди видели, что вы нестандартный, человек необычный, творческий или какой-то прям такой не от мира сего, скорее всего, да? И они вас не принимали. Они не принимали, и вы остаетесь наедине с собой. Но к вам может прийти большая слава. И плюс вы активизируете свои ведьмовские, колдовские
или просто какие-то неординарные, да, способности и творчество. И возможность заниматься в жизни любимым делом, зарабатывать на этом. Это дорогого стоит, я вам скажу, дверь-то именно это открывается. Ну и потом, да, вот сейчас у вас есть подсознательное желание спинка открыть те двери, да, где вас не принимали, но потом вам будет абсолютно на это наплевать, но вы будете вхожи хоть куда, понимаете? Вы будете вхожи абсолютно хоть куда. Но вам нужно, конечно, для этого, ну, взять, напрячься, постараться. Однако, когда ты делаешь то, что ты любишь, ты и не чувствуешь особо вот, ну, какого-то напряжения. Ну, такая у нас первая позиция. Карты Таро здесь прям раскрыли тему, я считаю, вот просто чудо, настоящее чудо. Давайте посмотрим дальше позицию номер 2. Наш зеленый авантюрин. Зеленый авантюрин. Такая необычная у него форма, да? Я когда увидела, много было авантюринов, но я увидела вот его форму и подумала, ну что ж, ну что ж. Итак, карты Таро, суфийская колода Таро, очень интересная. Расскажут, какие двери перед вами скоро откроются. И первая карта подсознательно. Какие бы вы хотели двери-то открыть? Подсознательно. Тут у нас есть Шахбану, да, это императрица, султанша и вообще чуть ли не богиня. Вы хотели бы, первое, подсознательно открыть двери к плодовитости, деторождению, изобилию, любви, семье и богатству, да, вот, ну как, ну вот это вот планета Венера, символ этой карты, а она всегда показывает плодородие, любовь, богатство и процветание. И вот это ваши двери, которые вы бы хотели в жизни открыть. Вам нужна крепкая семья, и чтобы вы приносили в эту жизнь вот все самое лучшее, ну не знаю, как сказать, постоянно плодоносили, постоянно что-то добавляли вот от себя, то, что является очень продуктивным, что ли. Вы хотите продуктивности своей. Вам нужна эта возможность приносить как можно больше в этот мир хорошего, светлого. Вы человек, нет, не пассивный. Вы не лидер, нет. Вы не лидер. Вы хотите именно процветания, но около кого-то. Ну вот, допустим, как настоящая султанша, она процветает около султана. И вот у вас нет такого вот желания, чтобы кем-то управлять, но есть желание вносить в этот мир яркие краски и именно делать что-то огромное, такое вот невероятное для своей семьи. Ваша семья у вас точно не на последнем месте, то есть вам нужно жить в семье, и вам нужно, чтобы был рядом любимый человек, который имеет не меньшее достоинство, чем вы. Вот так. Если вы мужчина, вам нужна Шахбану, женщина-королева, императрица, султанша, без которой вы просто себя не видите. Вам нужны эти двери тогда, да? Открыть двери к своей султанше, к своей вот музе. Если вы женщина, вы и есть эта муза, вы хотите быть такой, вы хотите быть богатой султаншей. Это для вас важнее, допустим, может быть, даже чем быть ветром или чем быть кем-то, кто отправляется в невероятное приключение. Для вас это и есть то приключение, да? То есть для кого же, как вот в жизни счастье выглядит? Вот вам нужно вот такое счастье. Хорошо. Давайте посмотрим, какие двери на самом деле вот в ближайшем будущем откроются в вашей жизни подсознательно. Вы хотите всего и сразу. Вы хотите величия. Это в этом мире самого главного. А что же будет? Какие двери откроются в скором времени для вас? Давайте посмотрим. Двойка мечей. Вы знаете, двойка мечей, вот именно когда мы отвечаем на вопрос, какие двери скоро откроются, это видеть без глаз. Вот бывает такое, что человеку нужно уметь принимать решения.
и его глаза при этом закрыты. Ну, то есть он не видит каких-то нюансов, он не может их видеть. И ему нужно принять решение с помощью интуиции. Что будет, когда вы примете это решение? То есть вы будете видеть, но не глазами, да, не зрением видеть, душой видеть кого-то, кто около вас. Такие именно двери открываются. Видеть душой. А что будет, когда вы сделаете выбор свой? Что же будет после этого? Солнце, большое счастье. Вы знаете, ваше решение дорогого стоит. Вы будете видеть душой, третьим глазом, сердцем кого-то, о ком не можете собрать определенных фактов и доказательств. И придется как будто бы кому-то верить на слово, несмотря на него, потому что ты не можешь о нем узнать правду. Но поверив на слово, ты обретаешь абсолютно все. Благосостояние, удачу, успех, изобилие, солнце — это большое счастье. Это не менее хороший старший аркан, чем императрица и звезда. Солнце и звезда. Почувствовав что-то, вы откроете такие двери, которые даже лучше, чем вы себе мечтали открыть. Это двери к славе, к успеху, к тому, чтобы быть известным, популярным человеком. Карты здесь показывают, что вы можете прославиться в скором времени, либо обрести для себя, не знаю, как сказать, джекпот, бонус, выигрыш. Когда человек делает ставку с закрытыми глазами и думает, ну мне все равно, выиграю я или нет, я это чувствую. Вот я этого человека, я его как чувствую, что мне нужно быть, там, например, около него, или нужно его именно поддержать, или именно с ним поговорить. Это и будет вашим успехом, это и будет вашей славой, вашим почетом и вашей новой жизнью, понимаете? Солнце и звезда — это очень редкое сочетание, которое выпадает, очень, там раз в год может выпасть, понимаете? И если оно выпадает для вас, а если еще где-то еще видели, знайте, что у вас не та судьба, вот чтобы просто вот как у всех, да? То есть вы мечтали о большом, но у вас и будет что-то очень большое и очень светлый путь. Путь именно славы, популярности. По-другому тут не опишешь и не скажешь. Может быть, вы окажетесь около звезды, то есть человеком, который является популярным. А может, это и ваша собственная популярность благодаря вашим талантам. Чем-то вы уж очень прославитесь. И да, вам обеспечена, конечно, скорее всего, безбедная жизнь. Пусть не такая вот именно четкая, да, как вы помечтали, но тоже очень-очень хорошие карты, гораздо счастливее, я бы сказала. Конечно, это свободные карты, и они говорят, что это вы распоряжаетесь теперь. Как уж там вам дальше жить и как организовывать все. Вот такая позиция номер 2. Очень хорошая позиция. А мы идем с вами дальше, к позиции номер 3. Какие двери скоро откроются в вашей жизни? Наша коричневая яшма. И первая карта Таро, которую мы тут вытянули, да, это, как вы помните, подсознательно, какие вы себе хотите в жизни открыть двери. Давайте посмотрим. Карты Таро никогда не врут. 7 кубков. Подсознательно вы хотели бы открыть двери к абсолютно всему. Вы человек, который хочет для себя слишком многого. Вы человек, который хочет для себя, чтобы у него было, все сферы жизни были бы идеальными. Человек идеалист, человек фантазер, да? И первое, дверь какая у вас, первая сразу же подсознательно, дверь к тому, чтобы самореализоваться. Дальше вы хотите хорошую семью. Дальше вы хотите достижения, допустим,
спорте, да, здоровье хорошее, может быть, энергопотенциал, невероятные какие-то экстрасенсорные способности. Вот такое чувство, что вы настолько в жизни, ну, не знаю, может быть, вы слишком тонко чувствующий человек, да, вот что вы хотите многого для себя, потому что вы что-то для себя ощутили, вот, что какие-то свои возможности, может, когда-то, или вам что-то такое приснилось, или что-то. Вот знаете, вот как будто вы получили какой-то знак, что вы какой-то особенный человек. Так получается. Я здесь уронила случайно карту. 9 кубков. Вот вы как исполнить хотите, как джин из бутылки, чтобы вам исполнил все ваши желания. Подсознательно вы тянетесь именно, чтобы у вас было абсолютно все и сразу. И, может быть, ничего для этого как будто бы не стоит делать, а просто, чтобы оно по мгновению волшебной палочки было, понимаете? В этом здесь суть. То есть, чтобы вам это было просто дано. Чтобы вас не заставили для этого высшие силы пахать, работать, а именно чтобы вас наградили этим за какие-то, может быть, ваши... Вы чувствуете подсознательно, что есть заслуги в прошлых жизнях, например, и вас могут так наградить высшие силы. Или вам что-то вот как будто бы привиделось, показалось, может быть, вы так почувствовали, что вам это может быть дано, но без каких-то вложений труда, а легким способом. То есть подсознательно вам нужны именно такие двери. Ну, а давайте посмотрим действительно, какие двери скоро откроются в вашей жизни. Королева кубков. Ну, мы здесь видим девушку, у которой есть... Ну, собственный фонтан, это уже дорогого стоит. Хорошая одежда, и она радуется жизни, она любит эту жизнь. Но вот павлины вокруг меня немножко смутили, потому что павлины — это символ как достатка, так и гордости за этот достаток. Вот получается так, что вам скоро открываются двери для того, чтобы у вас был достаток в жизни, чтобы вы ни в чем не нуждались. Я бы не могла сказать по этой карте, что вы получаете действительно все то, о чем вы мечтали, но часть. И более того, вы будете очень от этого счастливы и горды этим, именно горды тем, что у вас есть вот эта вот возможность повысить уровень материального достатка. То есть прям-таки шагнуть вверх по социальной лестнице и по лестнице материального достатка. То есть, мол, доход, уровень дохода, да, повышается очень сильно. Следующая карта — тройка жезлов, которая показывает, что, возможно, у вас будет переезд в другой дом или даже в другую страну, но переезд. И этот переезд — это тоже дверь. Но сейчас особенно эта дверь, потому что людям сложно переезжать. Из некоторых стран практически и вообще невозможно, из других просто сложно. Бывает такое, что нет вообще возможностей, там ни материальных, ни моральных, ни сил никаких для переезда. А вот у вас как-то вот берет и открывается такая возможность на самом деле. Или работать где-то за границей, или в другом городе, или оказаться в теплой стране. Ну вот что-то такое вот прям и плюс материальный достаток. Мне кажется, это вот очень-очень уже так приближается к тому, что вы мечтали, и к тому, какие подсознательно-то двери для себя хотели открыть, двери в сказку, да. Как уж у вас это устроится, конечно, это другой вопрос. Я вам не советую о нем думать. Почему? Объясню. Потому что люди, когда они начинают задумываться над методом исполнения того, что они во Вселенную послали, они себе обрезают абсолютно все то, что им Вселенная хотела подарить. Она хочет вам что-то подарить, и вам нужно это принять, вместо того, чтобы ковыряться, как оно вот будет, как исполнится, а как вот это. И в итоге у вас все это оборвется и останется вот на этой стадии. 7 кубков — это воображение и отсутствие возможности сделать один и тот же выбор. Да? То есть человек сидит, перед ним столько красивых кубков, но он не знает, что из них взять.
То же самое у вас. Вы так много мечтаете, что понятия не имеете, в какую же из этих дверей войти. И действительно хотите джина, который исполнит все. Но у вас скоро открывается сначала, давайте так, одна из дверей. И вы будете очень счастливы в нее, войдя. Так войдите. Вот войдите, но не спрашивайте, как она образовалась, открылась, как, кто замки отпирал и так далее. Это очень-очень важно. Причем вы к этому очень способны. Ну, вот такая у нас третья позиция. А мы идем с вами дальше. Позиция номер 4. Горный хрусталь. Карты Таро расскажут вам, какие двери скоро откроются в вашей жизни. Наш горный хрусталь – это Таро суфийское. Очень-очень красивая колода. Она мне очень нравится в восточном стиле. И первая карта о подсознательно. Какие двери бы хотели вы для себя открыть подсознательно? Ну, это девятка пентаклей. И, конечно, эта карта показывает двери к богатству, процветанию. Но и для многих будет означать двери в теплую страну, где я хочу жить и радоваться. Вот для кого-то это свобода жить в какой-то теплой экзотической стране. Для кого-то это богатство и процветание, для кого-то все вместе, потому что невозможно жить в теплой экзотической стране без денег. Поэтому да, эта карта олицетворяет мечту. Она говорит о том, что человек богатый, счастлив, но живет в хорошей теплой стране или в хорошей обустроенной, там, знаете, вот местности, где все есть, где вся есть, ну, где есть все условия для его счастливой жизни. Кому-то нравится берег океана, а кому-то пусть это будет Норвегия, но в Норвегии тоже очень хорошо, несмотря на холод, да? Или там в Финляндии тоже хорошо, и хорошо на Аляске, в США, да везде хорошо, где нас нет. Вот, поэтому, ну, в Индии мне вот нравится, в Индии, кто-то скажет фу, а мне нравится, я хочу в Индии жить. Вот понимаете, вот кто как. И, соответственно, вы мечтаете о какой-то другой жизни, да? Богатой жизни и в то же время вот экзотической, для вас экзотической. Поэтому здесь вы дверь хотите открыть вот в это, вот именно вот в это, чтобы вот так вот жить. Вот может вы у кого-то это увидели, что люди, вот, ну, многие так живут, да, вот вам, может там тиктоки, инстаграмы, вот вы увидели, вам понравилось, вы говорите, я тоже так хочу. Я тоже так хочу, где двери открыть. Подсознательно вы тянетесь к изобилию. Я считаю, это дорогого стоит. Честно, это классно, это хорошо. Вы не избавляетесь от психологических травм, а просто хотите нормально жить. Аллилуйя. Хорошо, давайте посмотрим, а какие двери на самом деле скоро откроются-то в вашей жизни. То есть вы какие хотите подсознательно, мы поняли, к чему вы тянетесь. Что откроется? Вышла карта башня. Башня открывает двери к освобождению. Башня – это тюрьма. Вот вы сейчас вашу жизнь в каком-то смысле считаете тюремной. Бывает такое, что ты попадаешь в некий режим. Ну, например, у тебя такая работа, ну, как кабала. И ты не можешь, от нее никак освободиться. Она для тебя как тюрьма. И ты думаешь, ну как же мне поехать на эти острова теплые, тропические, с деньгами, если меня так держит работа на заводе 24/7. Да, вот что-то такое. Башня, она всегда говорит о том, что может быть очень неудобный брак. Но когда уже достал этот рядом человек, вот он совершенно не из той оперы, и более того, он мечтает и вообще о других вещах. А я-то хочу жить в теплой стране, с деньгами, а этот человек хочет жить на Северном полюсе без денег. Как же мне с ним смириться? Это тюрьма для меня. Так вот, первая дверь, которая и должна была у вас открыться, это свобода. Вот вы как будто бы из тюрьмы выходите. Бывает такое, что держат границы государства. Бывает такое, что держит работа, муж, жена, не знаю, там, да что угодно, любые условия, кредиты. Да? Нехорошая кредитная история. Не выйдете вы никуда из страны. Вот, а вы хотите в другую страну. И вот все вот оно. А у вас скоро открывается возможность в виде башни
которая сломает эту всю преграду, да, и вы сможете что сделать? Выпорхнуть, как птичка из клетки. И это первый шаг к успеху. Давайте теперь посмотрим еще карты, которые продолжат нашу историю по вашим дверям. Двойка пентаклей. Вы начинаете с помощью ритма барабанов чувствовать ритмы Вселенной. Вы настраиваетесь на волну со Вселенной и показываете ей, что она может с вами вместе сотрудничать, работать и быть на вашей стороне. Интересная карта, она такая потрясающая. Она мне нравится тем, что звуком человек настраивает себя на ритмы. И вы можете тоже с помощью звуков настраивать себя на ритмы. И вы увидите в медитации или еще как-то, любая практика, даже те же барабаны, насколько вы соединились с окружающим пространством. Вот оно, соединение. Семерка жезлов. Она показывает невероятное искусство манифестации, медитации, визуализации. И в итоге, да, что окружающее пространство, оно настраивается на вас. И вы становитесь человеком, который добивается всего. Он становится победителем. Это человек гармоничный. Вот у вас с помощью вашей собственной манифестации можно в будущем добиться всего. Сначала вы добьетесь только свободы. Но это не значит, что это все. Вы мечтаете о большем, и надо мечтать. И, конечно, после того, как вы открываете двери в свободу, вы обретаете гармонию со Вселенной, ее ритмы, и вы сможете с ней разговаривать, и у вас, естественно, получится достичь и большего, и того, что вы хотите по-настоящему. Я еще пока не говорю, что это конечная точка. Я не говорю, что вы вот раз, и вот так раз у вас все получилось. Это может быть в моем рассказе, но не в реальности. А в реальности вам надо по-другому, да? И оно будет по-другому. И не может быть иначе. Вы же понимаете, что это не совсем волшебная палочка, которая работает мгновенно. Хотя у некоторых людей такое тоже может быть. Но это многолетняя духовная практика должна быть. Так вот, начнем со свободы. Да? Разрушается что-то, что вас очень держало. Ваша тюрьма. И потом вы начинаете чувствовать окружающее пространство. Да, и духовно растете. Это уже прекрасно. Но такая у нас 4-я позиция. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь. Всем пока и до новых встреч.